Дамы и господа, вы находитесь на канале Дипраша. Сегодня 5 июля 2024 года. Так, вы меня все время спрашиваете. Почему? Кто нахуй тебя спрашивает? Ну да. Соврамший, каюсь. Никто меня не спрашивает. Вранье! Никому я нах не сдался в это жаркое июльское лето. Никто не смотрит меня. Подписчики отписываются. Боже мой, да всем насрать! Но я тем не менее скажу. Мы с вами идем сегодня на сбор иван-чая. Уже год, как я живу здесь, возле вот этих вот прекрасных Уральских гор. Можно сказать, у самого подножия Уральских гор. Да, 14 июля будет год. Так, у нас тут вот газопровод тянут. Скоро можно будет подключиться к газу, я надеюсь, в этом году, в конце этого года. Как бы не так. Ну ладно, не будем отвлекаться. Так, и я начал собирать настоящий иван-чай. В той местности, где я жил раньше, иван-чая практически не было. Так, жалкие одиночные растеница вдоль лэпа в лесу. Поэтому я собирал и ферментировал так называемый дербенник иволистый. Там тоже есть танины, его тоже можно употреблять в виде чая. И лет 5 я его только и пил. Но Ладно, неплохо. в прошлом году я впервые, где-то в середине июля, уже когда иван-чай уже практически отцветал, собрал себе иван-чая, набрал, ферментировал, засушил, зажарил и весь год его пил. Но у меня еще дербенник иволистый остался, еще большая тара. Ее я допиваю, но по праздникам я всегда стараюсь пить иван-чай. Нихуя себе! Он мне, кстати, нравится намного больше, чем дербенник иволистый. Так вот, сегодня я вам покажу, где я его собираю. Ну, как ферментировать, вы, наверное, знаете. В крайнем случае, посмотрите у меня на канале. Ферментация такая же, как и с дербенником. Собираешь, промываешь, подвяливаешь полдня или ночь на чердаке. Или где-нибудь в сарае открытом. Такие вот виды вот на соседнюю деревню у нас. Вот в этих двух посадках я собираю дрова и грибы. В том лесу я тоже собираю грибы. Белые, подосиновики. Вон там я собираю волнушку розовую на засолку. Так, а вот в этом лесу я весной собирал березовый сок. Видео есть на канале. И что? И первые весенние грибы. Строчки. Видео прикреплю. Видео прикреплю в описании. Снизу будет в описании ссылка на видео про строчки. Итак. Да, что-то я запутался. Собирал я строчки, березовый сок. Потом весенние грибы закончились. Теперь они начнутся только, ну, недели через 3, наверное. Ну, с 1 августа точно. С 1 августа я буду собирать белые, подберезовики, подосиновики. Другие грибы тут смысла собирать нету особо. Ну, есть только волнушки, но они позже будут, ближе к осени. Так, и вот у нас первые заросли иван-чая. Эту вот полянку я уже почти обобрал.
только вот тут вот осталось немножко. Так, это мы все оставим пчелкам. Видите, утоптано тут, это я неделю назад собирал. Вот здесь я, смотри, ты все ободрал, вот стервец. Ладно, оставлю пчелам, пойду вон ту полянку собирать. Да, на чем мы остановились? Собираете, промываете, оставляете на ночь. Утром Полный пиздеж. утром скручиваете в такие вот катышки типа сигар кубинских, доминиканских. Укладываете в плотную емкость, там кастрюлю эмалированную, там банку какую-то, я не знаю, еще какая там емкость есть у вас. Оставляете на 36-48 часов. В это время он киснет, бродит, ферментируется. А через 36-48 часов нарезаете ножом тонко-тонко, ну как листовой чай. Или на просушку оставляете на чердаке на пару недель. Ну, в зависимости от погоды, может 3 недели, может 4, если у вас дождливо. Или его можно прожаривать на сковородке на медленном огне. Можно в микроволновке на первом-втором отделении мощности. Ну, это там, я не помню, 140 или 180 киловатт. Вот. Или можно в духовке 60 градусов с открытой дверкой. Только не прозевайте вспышку. Если прозеваете, он сгорит у вас. Вот. Пчелки вовсю пасутся на кипре и иван-чае. У кого-то будет кипрейный мед. Надеюсь, это мои пчелки. Но это не точно. Ну тут километра, меньше километра должны быть мои. Хотя, может быть, и вот этого пасечника, может быть, моего соседа. Пчелки тут есть всегда. Даже когда у меня пчелок не было, тут паслись пчелы. Ладно, все, хорош трындеть. Собираем иван-чай. Ты втираешь мне какую-то дичь. Так, иван-чай мы собираем вместе с пчелами. Вот они. Вон они, видите? Их тут полно. Все пчелы пасутся на иван-чай. Мне даже немножко жалко даже немножко собирать иван-чай, отбирать у них. Ты что, с ума сошел? Так, иван-чай я собираю и листья, и немножко вот так вот цветочки тоже. Как наберу пакет, покажу. Так, ну что, ребзя, где-то половину этой полянки я обобрал. Набрал полмешочка. Вот. Пойдем, наверное, на другую полянку. Вот этот остаток оставим пчелам. Жадничать не будем. И там он тоже пчелам остается. А у нас вон там, в глубине полянка есть. Там мы пособираем. Заодно ловушки проверим. Так, ребята, еще у нас вот тут вот есть небольшое количество иван-чая. И пчелы до отсюда пока не долетают. Поэтому тут я соберу поплотнее. Есть тут, конечно, еще и зверобойчик вот такой вот. Вон там он его полно. Но зверобой я собираю очень мало. У меня еще прошлогодний зверобой не закончился. Кому нужен зверобой, маякните. Наберу, насушу, отправлю. Ну, не бесплатно, конечно, ребзя, сами понимаете. Так, на этой полянке тоже мы немножко оставили. Для пчел, для шмелей. Вот тут у нас такой вот шикарный зверобой. И вот еще есть земляничка спелая. Вкуснота. Сейчас земляничкой поклюем немножко.
Ну что, пособирал я немножко землянички вот тут вот. Она еще есть. Вы, наверное, спросите, почему я землянику не собираю. Я недельку пособирал. Правда, не здесь, а с южной стороны. Вон там. Здесь в тени землянички маловато. Там на южном лугу ее, возле пруда ее гораздо больше. Но, ребята, если вы думаете, что собирать ее легко, вы сильно ошибаетесь. Вот эти вот, как я их называю, животные, летающие слепни, оводы, пауты и прочая нечисть, сжирает просто на корню. Даже всякие брызгалки не помогают. То есть они, конечно, помогают, но без них ты вообще из дома не выйдешь. Они даже на огороде сжирают. А здесь тем более их немерено. Так вот, я несколько походов сделал до земляники. В среднем по 1 килограмму. Получается 3 похода, что ли? Ну, 3,5, пускай будет 4. Пол морозилки набрал. Где-то 3 с чем-то килограмма. 3,5. Ну-ка. Заняло у меня место пол морозилки. Ну, эти вот оводы, пауты, шлепни меня просто зажрали. Плюс жарище стояло за 30 градусов. В общем, мороженые ягоды в чай добавлять не хватит на зиму. А вот варенье делать из этой земляники собирать я, пожалуй, не буду. Очень уж это, ребята, тяжеловато. Я сейчас расплачусь. Вообще я считаю, это работа такая преимущественно на мелкую моторику, она более женская. То, что я кручу, ребята, это меня слеп не жалит. Несмотря на то, что я обмазался хорошенько. Итак, земляника все понятно. Наверное, больше я ее собирать не буду. О, там трактор подъехал, грузовиков опять копают. Вот это вот еще возьму. И все, и хватит. Эть. Тут зверобой есть хороший, давно надо весной. И вот он опять иван-чай. Собираем иван-чай. Ну что, ребята? Ай! Обобрал я вон ту полянку, немножко оставил. Тут вот ягоды, вот такой вот кусочек. Из пятерочки иван-чая я набрал. Это примерно получится где-то 700 миллилитровый контейнер сухого чая уже. Тут вот немножко земляники. Пошел вон отсюда, блин. Так, вот моя ловушка. И пчел я здесь не наблюдаю. Только в нос. Подмазывать я ничего не буду. Сегодня я ничего не взял. Какая... Это меня оводы слеп не жарит, ребята. Я кричу на высоком,
хочу, потому что мне больно. Так, все, больше я терпеть оводов не могу. Я больше так не могу. Больше оводов терпеть не могу. Так, пакет я здесь оставлю. Пойду проверю вторую ловушку. И, наверное, уже, ребята, пойдем домой. Так, опять пробираемся сквозь траву, которая порой с меня ростом. Вот это вот с меня ростом точно. Вон есть выше меня ростом борщевик Сосновского. Этот гаденыш выше меня ростом лезет. Это только кажется невероятным. Целое дело выше меня ростом. Ну, между прочим, тоже не маленький. Даже не хороший, что ли. Ну, сейчас, может, скопсался. Хотя, может, и нет. Это какой-то бред. Идем сквозь заросли травы, которая с меня рост. Проверять вторую ловушку. Свет не просто звери, это просто звери. Они меня просто отжаривают во все дыхательно-пихательные. Это пиздец. Кто говорит, что легко заработать в деревне, собирая ягоды, иван-чай, вот, пожалуйста, давайте, собирайте ягоды, иван-чай. Я посмотрю, насколько вас хватит. Ученые назвали это естественным отбором. Я выдерживаю максимум час-полтора. Плюс дорога занимает минут 40. Ух. Ух. Ух, чуть полегче здесь открытое место. Так, вот здесь, может, двухэтажный муравей. Вот это у него первый этаж. И вон там у него второй этаж. Вот наша вторая ловушка. А у меня, ребята, тоже пустая. Есть там кто дома? Нет? Никого нет дома, все уехали на дачу. Да, ловушка пустая. Идем домой. Ну что, ребята, проверил я первые две ловушки близкие. Дальние три, которые в километре отсюда около ручья, проверять не буду. Все на этом. Набрал я вот такой вот пакет иван-чая. Сейчас промою, поставлю на заваривание на чудак. Вечером, ну, может, завтра, начну его скручивать и ставить на ферментацию. Сейчас надо бежать домой, а то вон там уже какой-то трактор тусуется возле дома. У меня окна открыты. Как бы не залезли. После это нихуя не смешно.